Всем доброе осеннее утро. Сегодняшнее видео посвящается заготовкам еды на неделю. Прежде всего, я всегда делаю список продуктов, которые нужно купить. Ну и как раз мне пришли кое-какие посылочки с Wildberries и Озон. Сейчас вам их покажу. Пришла мне вот такая интересная корзина, фруктовница. Я специально ее сюда заказала. Сверху здесь место для фруктов, а снизу я разместила чай. Вот такую банку, кстати, купила в Fix Price. Здесь будет лежать каша, которую мы кушаем каждый день, то есть овсянка. Симпатичный контейнер, в который помещается чай листовой. И этот контейнер опускается в кружку. Очень удобно. Потом обязательно вам покажу, но я думаю, что сейчас, кто бывает в Fix Price, все уже видели их. И хочу ответить на вопрос, какими витаминами, БАДами и так далее мы пользуемся. Очень много вопросов. Как раз таки в этой корзине снизу они у нас лежат, для того, чтобы мы не забывали пить их каждый день. С брендом Smart Bee мы познакомились буквально несколько месяцев назад. Федя очень сильно заболел. Я думаю, что все, кто смотрит «Будни Федора», помнят, как у него не было практически голоса. И по многочисленным отзывам мы заказали витамин С от Smart Bee. И после того, как он начал его принимать, буквально за несколько дней все просто прошло. Но, конечно же, любые БАДы и витамины нужно обязательно проходить курсом. Самый главный плюс в том, что Smart Bee – это природные средства, которые помогают нашему организму выработать иммунитет. Кстати, можно принимать даже деткам с 3 лет. Тёмочка у нас пьет с удовольствием. Мы ему заказали бальзам Smartic B6. Он хорошо помогает выдержать физические, а также умственные нагрузки во время обучения в школе. Заказывала ему на БАДы я на сайте Озон. Доставочка, кстати, бесплатная, очень быстрая. У Smart Bee огромный выбор различных средств иммунобадов для нашего организма, для нашего здоровья. Ссылочку обязательно оставлю в описании под видео. Я уверена, что каждому из нас нужно повышать иммунитет. И я очень рада, что есть вот такие природные средства, которые нам в этом помогают. Итак, в первую очередь я начинаю с блинов. Я считаю, что блины отлично переносят заморозку, поэтому их можно приготовить очень много, разложить по пакетикам и потом утром или, допустим, на полдник, когда хотите выпить чай, просто отправляйте в микроволновку и готово. По поводу рецепта очень много было запросов, то есть показать рецепт, как готовлю именно я. Так вот, если меня просят рецепт блинчиков, я всегда даю именно этот. Он элементарен просто. Я, правда, не знаю, в чем секрет, но блины по этому рецепту получаются всегда. Я очень люблю экспериментировать на кухне, но если нужно сделать блины по проверенному рецепту, без сюрпризов, что называется, я готовлю именно эти. Они восхитительные. Тоненькие, эластичные, но при этом очень вкусные. И, кстати, идеально для фаршировки. Итак, я беру 6 яиц. Добавляю теплое молоко 400 мл и кипяток тоже 400 мл. Мука примерно 300 грамм. Смотрите, если хотите, чтобы они были в дырочку, тоненькие прям, то, конечно, муки добавляйте поменьше. Если они нужны именно для фаршировки, то есть как у меня, то я считаю, нужно делать немного потолще. Растительное масло 6 столовых ложек и соль, сахар по вкусу. Мы, честно говоря, не любим слишком сладкие блины, поэтому я добавляю 4-5 столовых ложек. А особенно если начинка сладкая, как в этом случае, то сахара нужно совсем немного. В этот раз для меня начинка новая, и я вам скажу, она безумно вкусная, поэтому я решила прям подробно ее показать. Итак, берем сливочный сыр. У меня от Виолет, обожаю его, всегда покупаю для чизкейков. И вот для блинов тоже решила купить именно его. И к нему добавляем сгущенку. Я добавила именно вареную
очень вкусно получается. Девочки, попробуйте обязательно. Все хорошо перемешиваем. Я сделала это ложкой. Если, конечно, у вас есть миксер под рукой, то, конечно, лучше всего сделать это миксером. Получается такая однородная масса. И начинаем фаршировать наши блины. Я половину сделала с такой начинкой, а половину взяла сливочный сыр, добавила туда сахарную пудру, перемешала. И также с блинами очень вкусно получается. Эти пакеты, кстати, спрашивали, я покупала на Wildberries, они очень удобные для заморозки. И вот как раз таки целый пакет блинов у меня получился, как раз таки на несколько завтраков. Следующая заготовка, это, наверное, лучшее, что можно было бы придумать, это соус болоньезе, или как его там называют, исправьте, если выговариваю неправильно. Урожай томатов в этом году удался на славу, на самом деле. Даже не знаю, хорошо это или плохо, но как только я их разобрала, сделала там томат и так далее, Федя снова приносит мне ящик помидор, и я решила сделать этот соус. Как раз таки у меня в морозилке был еще фарш. И готовится он очень просто. То есть берем лук, обжариваем его хорошо вместе с фаршем. Далее у меня, как и говорила ранее, есть томаты, которые я пропустила через мясорубку в морозилке. Добавляем также туда, все хорошо тушим для готовности, и в конце можно добавить еще зелень. Раскладываем по пакетикам, у меня получилось 2 пакета, они у меня довольно-таки большие, то есть на 3 литра, поэтому такого пакета соуса мне хватит на 2 раза. Ранее я уже замораживала такой соус, поэтому по вкусу он идеальный, такой, как будто бы вы только приготовили. А самое главное, что при приготовлении спагетти, например, или лазаньи у вас уйдет намного меньше времени. Открыл пакет, разрезал, кинул в сковородку, и все готово, не нужно заморачиваться, там чистить лук и так далее. Далее в последнее время я всегда делаю это в заготовках, это готовая зажарка. Да, я в прошлый раз нахваливала, и в этот раз буду 100 раз рекомендовать вам, потому что это очень удобно, особенно делать супы. Просто почистил картошку, порезал, кинул в кастрюлю, зажарку также отломал, кинул любой там рис, гречка, смотря с чем вы делаете суп, и готово. Следующий будет рецепт бульона быстрого приготовления, так скажем. Я думаю, что многие пользовались кубиками Магги. Да, с ними может получаться вкусно, но состав у них, конечно же, ужасный. Поэтому я решила приготовить такие бульонные кубики именно в домашних условиях и отправить в морозилку. Очень вкусно получается. Если хочется супчика быстрого, легкого, прямо здесь и сейчас, так скажем, то эти бульонные кубики очень выручают. Берем грудку куриную, можно, конечно, взять абсолютно любое мясо, режем кубиками и обжариваем вместе с морковкой, луком, все на сковородке. Можно также добавить болгарский перец, вообще абсолютно любые овощи. Далее нам понадобится еще зелень, у меня это петрушка. Все отправляем в блендер. Для цвета можно добавить еще куркуму, разные приправы, которые вы любите, соль, перец и так далее. Все хорошо взбиваем и готово. Отправляем в пакет и в морозилку. Можно, конечно, потом после морозилки порезать на кубики, все упаковать в пакетики порционно, но я этого не делала. У меня пакет получился довольно-таки тоненький, и отрезать кусочек после морозилки столько, сколько нужно, мне не составляет труда. Далее зелень. Да, у нас оставалась зелень в огороде, поэтому мы ее срезали и, естественно, тоже отправляем в морозильную камеру. Далее будем готовить ужин. Ужин в морозилку, я имею в виду. Очень вкусно получается. То есть режем одну луковицу, все хорошо обжариваем на сковородке. Также добавляем любые грибы, у меня это шампиньоны. Нам понадобится еще сыр. Сыр берите абсолютно любой, который плавится. И начинаем выкладывать все слоями. Первый слой это бекон. Форма, кстати, у меня с Fix Price. И на бекон выкладываем грудку.
грудку куриную взяла. Мажу я сливочным сыром. Можно, конечно, взять любой другой соус, то есть сметаны, майонез, неважно. Но сливочный сыр это вкуснее всего, поэтому берите его. Он, конечно, сейчас не бюджетный, но стоит того. Далее идут грибы с луком, сыр любой, можно натереть на терке, но я этого не делала. И повторяем слои до тех пор, пока не закончатся ваши грибы и ваша грудка. Далее все сверху накрываем беконом. И я специально оставила сбоку место. Буду в дальнейшем выпекать это все с картофелем, например, или с любыми овощами. Очень удобно. Отправляем это все в морозилку. Далее я решила приготовить куриные котлеты. Да, фарш пропускаем, конечно же, через мясорубку. Я в куриный фарш ничего не добавляю, кроме соли и перца. Никаких яиц, ничего. Я считаю, что и так получается здорово. Далее у меня есть вот такие формочки. Это формы вообще для печенья, но с помощью них я буду формировать котлеты. То есть вначале выкладываем фарш, далее кусочек масла. Это обязательно, чтобы они были такими сочными. Сыр и сверху снова фарш. Они получаются все одного размера, и это быстро. Далее в этот раз у меня будут в заготовках фрикадельки и обычные котлеты. Очень хорошо переносит заморозку не только обычная еда, но и выпечка. В этот раз я решила приготовить нашу любимую выпечку. Это запеканку. Ее рецепт я не раз показывала у себя в видео, поэтому подробно прям останавливаться не буду. Но скажу так, в морозилке замораживала и маффины, и булочки, и пироги, кексы, и даже хлеб. Единственное, что я делаю, это всегда режу ломтиками, выкладываю в пакет, чтобы можно было разморозить, допустим, порционно. Как-то слышала, что для замораживания не подходят изделия с глазурью или, скажем, рулет с повидлом. Поэтому, если вы хотите замораживать впрок, допустим, кекс или что-то другое с глазурью, то лучше всего это не делать. Либо разморозить и потом уже приготовить глазурь. Вот. Ну, напишите, если вы делали эксперименты, очень интересно будет почитать. И да, кстати, чтобы творожная запеканка тесто не сыпалось вот так, как обычно это бывает, я в тесто добавляю 1 столовую ложку муки, и тогда получается вот такая красота, и ничего сыпаться не будет. И да, здесь я форму взяла, конечно же, большую, то есть чтобы запеканка получилась такая высокая, красивая, нужно, конечно, использовать форму диаметром там 20-22 сантиметра максимум, или брать двойную порцию ингредиентов. Также в этот раз я решила заморозить тыквенное пюре. Да, тыкву я приобрела недавно, в своих видео Федор уже показывал ее, и я испекла маффины, очень вкусные. В конце я вам покажу обязательно рецепт. Также с тыквенным пюре очень вкусно получается пшенично-молочная каша. У меня получилось 2 пакета, и в следующем году я обязательно сделаю намного больше. Следующая заготовка это будет пицца. Тесто я делаю сама, то есть вода, мука, соль, сахар и растительное либо оливковое масло. Все ингредиенты будут в описании и на экране. У меня по рецепту тесто на 2 пиццы. Конечно, хотелось заморозить 2 пиццы на неделю, получается, но 1 пиццу попросил Тёмочка приготовить, поэтому я решила ее отправить в духовку, а 2 уже заморозить. В этот день как раз-таки я приготовила супчик, кстати, с яичной лапшой. Очень вкусно получается, сливочный, со сливочным сыром. И сварила целую кастрюлю компота, как раз тоже на несколько дней. Заготовка, которая есть всегда в моих видео, это, конечно же, тушенка. Автоклав у нас от бренда «Домашний стандарт». Жестяные банки мы также заказали повторно. Ссылочку обязательно оставлю под видео. В одну такую банку идет 450 грамм мяса. У меня это свинина.
пол чайной ложки соли без горки, ну и приправы по вкусу. У меня это черный перец горошком, половина лаврового листа и чесночная приправа. Кстати, как-то девушка у меня спрашивала, нужно ли доливать бульон в банки. Нет, ничего не нужно, абсолютно ничего. Просто забиваете банки мясом, как показано на видео. Если также берете стеклянные банки, делаете все то же самое. Для жестяных банок у нас есть закаточная машинка, про нее мы чуть позже расскажем вам. В сам автоклав доливаем 1 литр воды. У нас автоклав народный. Он подходит под нашу индукционную плиту. Это очень удобно на самом деле. После того, как температура достигнет 120 градусов, готовим нашу тушенку 60 минут. Так, в Fix Price приобрела вот такой вот контейнер. Очень удобно. Федя сейчас ходит на работу, поэтому ему на смену я готовлю обед, ну либо ужин. И очень удобно, когда есть вот такая тушенка. Сейчас я отварю гречку и с тушенкой в самый раз. Это что, мой обед? Да. Сейчас Тёмыча надо отвезти. Вот, и обратно бежать. Мы там на фасаде. Вот наша мастерская вообще нереально крутая. Кстати, а кто ее первый увидит? У тебя видео первое выходит? У меня завтра. Завтра, да? А у меня? Тоже завтра. Да? Ну, короче, кто первый увидит. Тут дорогая супруга заделала бомбическую, как вы все знаете, нереально крутую тушеночку. Мы уже банок 50 умяли, я вам скажу. Они разлетелись просто вот. Ну, кому-то там знакомым своим передавали, давали. Вот, и, кстати, было очень удобно. Еще раз говорю, дети наши так гречку не ели, как вот в банках, особенно вот в металлических, получается. Я не знаю почему, не знаю, может быть, я же говорю, опять что-то я путаю, мне кажется, но в них получается намного вкуснее. Пища быстрее готовится, и вообще вроде как, я так понял, что в них реально все полезное сохраняется лучше даже, чем в стеклянной банке. Ну и, конечно же, самое главное, транспортировка. Вот берешь куда и не переживай, что она разобьется. В общем, всю гречку мы съели, тушенку мы съели, да вообще все мы съели, ничего не осталось. А это классная вещь. Знаете, моя дорогая супруга меня удивляет всегда. Она говорит, ты всегда, говорит, одно и то же говоришь. Ну как одно и то же, ну если вот реально вкусно, понимаете, это классно, я не знаю, как по-другому сказать, там, бон аппетит или... Да вы просто на эту тему посмотрите, посмотрите, вот это, смотрите, бульончик какой, вы помните этот бульончик? Посмотрите, это мяско, офигенное, посмотрите, ну что тут говорить, ну о чем говорить, понимаете, это просто нужно кушать. Так вкусно пахнет. Мы любим мясо. Наши детки обожают вот этот бульончик, потому что он просто бомбовский, классный. Недавно видел ролик, по-моему, Япония. И там, когда остается на дне чашки суп, говорят, ну нельзя ложкой доедать, типа это неправильно. Я вам скажу, в таких случаях вообще ложку не нужна, просто набрать реально по-простому, по-нашенски. Классно. Друзья, про тушенку, еще раз говорю, когда приобретете, сделайте, проэкспериментируйте, посмотрите, вы сразу поймете, о чем я говорю, да? Откуда слюна появляется, откуда этот запах, откуда это аромат и вообще откуда это все положительное, приятное вот исходит из нас. Так, давайте по банкам вам скажу, раз такое дело пошло. Вот, многие не знают, где банки взять. Ну, можете поискать по интернету. А вообще можете заказать. Наталья ссылочку оставит также на автоклав, на закаточную машинку. Автоклава у нас в доме 2. Ну, сейчас один, мы один отдали хорошим людям, чтобы они тоже пользовались. Готовили на нашем народном. Вот. Там вполне приемлемая цена. По баночкам, еще раз говорю, если у вас нет металлических банок, не знаете, где их купить, можете купить у них. Банка вот такая поставляется. Ну, размеры, соответственно, есть разные. И вот такая идет крышка. Все, наложили. Крышечку закрыли, на нашу закаточную машинку поставили. Закаточная машинка закатывает, по-моему, все банки, по-моему, практически все, что есть. И имеется два ролика для
закатки наших банок. Также подставка, как видите, с разными диаметрами под наши банки. И съемные ролики, которые меняются для того, чтобы диаметр банок у нас тоже разный. Все поджимается. Первый ролик, чик-чик-чик-чик, второй ролик, чик-чик-чик-чик. Все по красоте. Открутили, вуаля, и у вас уже закатанная банка готова. Справится даже ребенок. Ничего здесь сложного в этом нет. Также у ребят можете купить крышки. На сайте представлено большое количество автоклав. Какой из них выбрать, ну, решайте сами. Вот, соответственно, ну, цена тоже разная. По машинке ничего не буду говорить. Все отлично, все здорово. Она у нас уже, наверное, полгода, если не больше. Вот, надежно, простая, как надо. Я снимать, я тут держусь. Нет, это, знаете, вот хочу как-то вот поскромнее, не получается. Вот, знаете. Сейчас сюда. Видели, да, вот как в роликах это вино пьют, так я сейчас буду эту тушенку есть. Не, клево, классно, друзья. Сами напишите, кто купил уже автоклав домашний стандарт, делали вы тушенку и как она у вас получается. Так, ладно, ну я просто не у себя на канале, просто я так уже начал. Да, иди на свой канал, все, давай, пока. Ладно, вам тоже приятного аппетита, да, ешьте, пейте, будьте здоровы. Ну, я передаю рубрику дальше в бразды вашей любимой семьи Натальи. Итак, давайте подведем итог. Вот такие заготовки на неделю у меня получились. Конечно, это все не на неделю, а намного больше. Но такие заготовки нужны. Они выручают и экономят время. Итак, вот наш ужин один. Это с беконом. Далее идут тефтели. Их получилось тоже немало. Котлеты из свинины. Также один пакет куриные котлеты, тушенка, конечно, несколько банок я уже убрала в шкаф, и заготовки для борща. Я в этот раз их не показала подробно, потому что буквально в прошлом видео в заготовках у меня был рецепт, ссылочку обязательно оставлю. Также готовила это все в автоклаве. Далее идут блинчики на несколько завтраков. Здесь только сладкие, буду готовить еще с мясом. Болгарский перчик у нас остался с огорода. Я также заморозила несколько пакетиков. Запеканка классная, мы уже половину съели, вот половина осталась на 2 завтрака. Пицца одна большая и помидорки. Да, я их завакуумировала. Очень удобно на несколько запеканок, либо пиццу. Очень удобно. Тыквенное пюре, 2 упаковки. В конце покажу, кстати, из него маффины. Тертая морковь, это просто не обжаренная, сырая. Бульон куриный, ну или кубики магии домашнего приготовления, так скажем. Зелень, целая упаковка у меня в морозилке еще есть, естественно. Болгарский перчик домашний и 2 упаковки соус для лазаньи и спагетти. Ну и последнее, то, что у нас осталось, это морковка с луком обжаренный, то есть зажарка. Вот такая заготовка у меня получилась. Я на самом деле довольна. Да, здесь немало. И хватит это мне далеко не на неделю. Да, может быть, вы тратите 1 день своего времени, но это очень выручает потом. То есть в течение недели-2 вы тратите на готовку намного меньше времени. Ну и напоследок хочу вам порекомендовать и показать рецепт маффинов. Они получаются безумно мягкие, вкусные, с тыквенным пюре, как я говорила ранее. Сначала мы смешиваем все жидкие ингредиенты, то есть это 2 яйца, немного взбиваем вилкой, добавляем ванильный сахар, далее тыквенное пюре и растительное масло 120 мл. Сода 1 чайная ложка, можно ее погасить. Ну и просеиваем муку. Все хорошо перемешиваем, и тесто готово. Оставьте это тесто примерно минут на 20 под полотенцем. На Вайлдберрис заказала вот такие формочки белые, и у меня также есть ложка для мороженого, с помощью которой вам удобно именно раскладывать по формам вот такое жидкое тесто. Выпекаем 40-45 минут при 180 градусов. Ну и все готово. Наливаем горячий чай и наслаждаемся. Обязательно попробуйте приготовить. И да, тыквенное пюре можно взять магазинное, если у вас нет собственного приготовления. Ну и на этом я видео буду заканчивать. Огромное спасибо
спасибо всем, кто досмотрел его до конца. Всем мира и добра, мои хорошие. Пока-пока.